Всем доброго времени суток, кто посмотрит это видео. Я очень благодарна, что от Инги поступила вот именно такой видеоролик, чтобы мы записали эти отзывы. Я, если честно, очень сильно это ждала. Вот. Что я могу сказать? Меня зовут Елена Томских. Я о канале узнала, наверное, в 2019 году, как бы, наверное, где-то в ноябре перед Новым годом я случайно вышла на канал Инги. Как я вышла на канал? То есть, ребята, у меня, вот честное слово, у всех, конечно, по-разному. У меня такая ситуация жизненная, можно сказать, разрушающая случилась. Можно сказать, всю свою старую жизнь разрушила, развелась с мужем, которым прожила 17 лет, и уехала, знаете, вообще практически в другой конец России. Уехала за старшей дочерью в Санкт-Петербург. Сейчас я понимаю, что я сделала очень правильный шаг. Тогда это был, конечно, такой шаг рискованный, потому что, можно сказать, без всего, с каким-то небольшим количеством денег, я решилась на такой безумный поступок. Вот, когда я приехала в Петербург, конечно, здесь очень меня ждали страшные ловушки, страшные потрясения, потому что, сами понимаете, когда ты один, ты все равно ничем не защищен, ты попадаешь, тем более женщина. Ну, не буду я развозить, не буду вдаваться в эти подробности. В общем, я постоянно искала себя на мысли, что моя жизнь идет к разрушению, что мне очень много лет, я ни к чему не пришла, я, можно сказать, у разбитого корыта. Это просто чисто я так понимала, что действительно это так и есть, потому что после 40, если ты ничего не добился, и ни в карьере, ни в финансовом плане, и даже у тебя нет собственного жилья, то это можно только так назвать, что ты действительно полжизни прожил впустую, ты у разбитого корыта. Вот. Я понимала, что что-то должно произойти, кто-то должен дать мне какие-то знания, какой-то человек должен прийти в мою жизнь, чтобы открыть мне какой-то путь, потому что сама я понимала, что я уже не вырулю эту ситуацию, и мне становилось страшно, как я живу. То есть здесь, в Санкт-Петербурге, так как финансов не хватало, я содержала дочь, она студентка у меня учится, помогала. Я нашла именно работу по уходу за пожилыми, за бабушками. И там был такой вариант, что вот именно с проживанием. Так я решала вопрос жилищный, как-то экономить деньги. Я стала работать именно вот на таких работах, и так моя жизнь по чуть-чуть финансово начала налаживаться. И вот знаете, просто я вот сейчас себя ловлю на мысли, что именно когда уже действительно у меня такой был крик души, боль души, я и попала на канал Инги. Я сидела, знаете, как-то вечером на диване, вот на работе, и знаете, вот просто невыносима была какая-то вот боль душевная. И я понимала, что, Господи, где-то есть такой человек, который должен мне открыть этот путь. И вот представляете, вот честное слово, не совру, прошло буквально 20 минут. Извиняюсь, конечно, я на эмоциях, потому что это по-другому я не могу вспоминать. Выходит ролик. Ролик был предсказание следующего года. Год был, да, вот этот как раз предсказание год мыши был. Я сижу, думаю, какое-то предсказание. Вот знаете, когда я открыла этот ролик, само предсказание я не слушала. Я вот с какой-то минуты поняла, что вот этот человек, который там говорит, это именно тот человек, которого я ищу. Это дверь, которую я пытаюсь найти. То есть я себя половила на мысли, что я даже не слушала, что там говорилось в этом ролике. Я слушала с захлебом и понимала, что Инга именно этот человек, которого я ищу во Вселенной. Честное слово, я не посмотрела до конца этот ролик. Я быстро начала лихорадочно, понимаете, все включать ее ролики, смотреть. И меня, вот понимаете, что меня привлекло, вот этот сам человек, его харизма, вот это его, я не знаю, как это словами передать, ребята, это каждому, конечно, по-своему видится. Но я нашла именно в этом ролике человека. Сам ролик-то я могу сказать, что я не прослушала. Потом я перекрутила, прослушала это предсказание. Я не придала значения даже этому предсказанию. Я поняла, что этот человек несет какие-то истинные знания.
Вот как я пришла. То есть я пришла к Инге, ну, как все говорят, наверное, тоже от боли, от этой безысходности я нашла Ингу. Я думаю, что правильно она говорит, что к каждому событию свое время, что именно вот судьба меня привела на эту работу, что потому что если бы я была на каких-то других работах, я просто бы даже проигнорировала этот ролик и никогда бы его не посмотрела. А тут просто у меня так сложились обстоятельства, работа, время, что вот у меня выкроилось на то, чтобы я включила интернет именно вот в эту минуту, и чтобы этот ролик попал именно мне на глаза. То есть я, когда вот назад оглядываюсь и анализирую эту ситуацию, я понимаю, что именно вот, как это можно по-другому назвать, время и место. Нужно найти, как бы находиться в нужном месте, в нужный час и с нужным человеком. Вот этот, вот этот нужный человек ко мне, Инга, пришел именно вот в это время. Вот. Я ни капельки, что я хочу сказать о себе, я ни капельки никаких в ее работах не сомневалась, я просто жадно схватилась за это, как за спасательный круг. Я схватилась, я не понимала, даже не совсем хорошо изучила канал. Я просто стала слушать, понимать, что мне нужно срочно для алтаря покупать, мне срочно нужно вот такие-то вещи покупать, мне срочно нужно выделять на это деньги. Я даже не понимала, потом уже я позже послушала, что Инга сказала такую вещь, что есть люди, у которых закрыты могут быть пути родом там или еще удача может закрыта, что надо вот чистить это. Я потом позже это все посмотрела. Вот. Но, понимаете, я схватилась за это, как за спасательный круг. Все, и меня уже невозможно было туда тащить. Первым, кому я дала эти сведения, это я дала своей родной сестре, отправила она в другом городе, и двоюродной. То есть двоюродная это проигнорировала и сказала, что как бы это, ну, я как бы попала безбожное какое-то состояние, но вообще не буду я вдаваться. А родная сестра тоже схватилась за это, я очень рада, как за спасательный круг, и мы вот до сих пор это все слушаем, мы просто рады, и вот сестра моя старшая до сих пор говорит, что, Господи, мы вот просто как за шторками темными сидели. Я говорю, да, мы сидели за темными шторками. Она говорит, я вообще, как будто у меня глаза, говорит, пеленой были открыты. Я, говорит, просто благодарна вообще, что это случилось. То есть мы с родной сестрой вот эту вот волну сразу быстро подхватили и поймали. И слава Богу, потому что если сейчас анализировать ситуацию с детьми, когда я детям начала это преподносить, у меня две дочери, старшая дочь тоже эту информацию взяла в штыки, а младшая как бы прислушалась. Ну, сами понимаете, это же молодежь. Они по-своему эту информацию несут. Вот, как бы им сейчас, может, это не особо важно. Они думают, что у них уже запас времени есть, что они еще сами справятся. Я понимаю, что своими силами я уже не справлюсь, если мне кто-то извне помогать не будет. Вот. Вот. Это такая ситуация. И вот что я приобрела. То есть я, понимаете, вот этой сильной верой в то, что это действительно действует, я начала действовать. Ни минуты я говорю, что я ни минуты ни в чем не сомневалась, что это какие-то неистинные знания. У меня сомнения были только то, что когда я услышала этот ролик, что, возможно, у меня могут и быть закрыты какие-то пути, что сразу все мне не может помогать. Потому что Инга сказала, что есть люди, у которых могут быть закрыты пути. Вот есть такое. Все, наверное, этот слышали, видик. А вот в этих знаниях, в этих, как бы этих, я ни минуты не сомневалась, что это действительно огромное и сильное оружие. Что мне действительно помогло, какие я делала ритуалы. То есть я делала абсолютно, какие у меня есть по мере поступления свечи, насколько есть финансы, все есть, я все делала. Сильно сложные пока я не трогала, такие финансовые, но все шепотки, все вот это я все пробовала. Вот. И что я стала видеть? То есть действительно во время пандемии я себя чувствовала спокойно, что за нами, со мной какая-то мощная сила, я не одна, что есть еще такие люди, которые в это верят, что есть Инга. И вот, понимаете, было спокойно. У меня дочь перелетала сюда, в Санкт-Петербург, маленькая, первый раз самолет. Я ей сразу подала вот эти знания, говорю, читай вот аяты, читай это, когда прилетишь, читай то, доченька, пожалуйста. То есть все прошло, вот знаете, на ура. Перелет, девочка, представляете, одна первый раз лететь, в самолет ни разу не садилась. То есть все прошло на ура. Вот действительно, как я верила, что вот это вот будут охранять ее, эти невидимые силы, все так и произошло. То есть она благополучно добралась.
Со старшей дочерью тоже был пример. Они когда полетели со своим парнем в Геленджик, она как бы от этих ситуаций брыкалась. И у них сразу случился там в аэропорту затор. Такая ситуация была, и сразу вот случилось: мам, мы сидим вот в такой ситуации, я говорю, читай то-то, читай это-то, говори это-то. То есть я начала долбить на это, она говорит, мам, хорошо, почитаю. То есть человек действительно, пока за задницу не схватит, он не поверит, как говорится. Ну, на дочь я что могу сделать? Вот, не буду я, извините, что очень долго, но что я могу сказать, что я приобрела? То есть, во-первых, весь год я без как бы проблем жила с финансами, я решила многие свои вопросы. И как по мере того, что я ставила задачи, я первое очередное, что я хотела приобретать, вот все для алтаря у меня получалось. Вот, свечи у меня постоянно, вот я говорю, что я вот эти... Здравствуйте, продолжение моего первого видео. Сейчас я вот хочу поделиться, что благодаря проведению ритуалов ко мне постепенно пришло в жизнь. То есть я загадала первым, что мне нужно купить обязательно статую Фортуны. И, пожалуйста, она ко мне пришла. Сейчас я вот вам покажу. Это прекрасное мое. Вот, конечно, алтарик у нас еще пока скромный, но все стараюсь сделать так, как говорит Инга. Обязательно утром первым делом я завариваю моей богини кофе. Вот. Периодически благовония, все равно свечечки зажигаю возле нее. Вот, но кофе это святое, то есть тоже угощаю ее, какие угощения мне приходят, обязательно ее угощаю. То есть вот моя красавица, самая первая, любимая, такая высоченная она у меня, благородная дама. И вот первое украшение золотое, которое я приобрела. У меня вообще нету практически золота. Я вот ей на нее надела, потому что это первый подарок от нее. И вот он всегда теперь при ней. Вот. Второе мое самое ценное приобретение по плану, которое я загадала, это обязательно книга Белого кота. Вот она, я недавно ее приобрела. Я считаю, что это очень ценное такое приобретение, потому что я обязательно хочу сделать обряд скрещивания, он мне очень важен. Вот, и тоже несказанно рада. Ну, теперь планы я выстраиваю на то, чтобы приобрести еще одну книгу, не менее ценную. В общем, я заметила, что благодаря ритуалам все цели, которые я выставляю, они так или иначе, они сбываются, эти цели. Все идет по плану, равномерно, и я очень рада. Конечно, до глобальных целей я еще не дошла, потому что мне еще вопрос нужно с жильем. Тоже я буду к этому подходить, но... Что я могу сказать о себе, ребята? Я сейчас чувствую себя уверенной на все 100%, что я защищена, что в моих руках огромное оружие. Единственное, что у меня будет как бы просьба к Инге, большая такая, если можно будет когда-нибудь выделить на меня чуть-чуть времени и хотя бы онлайн по фотографии посмотреть, что нет ли у меня вот этих вот закрытых путей. Все, единственное у меня вот помощь, которую я хочу попросить от Инги. А так она практически все дала. Все дала. Все то, что она дала, это огромное оружие, которым можно и нужно пользоваться. Поэтому всем, кто приходят, новые люди, я просто вам говорю, что вы попадаете в нужное место, в нужный час и к нужному человеку. Помните об этом. Вы никогда, ни разу в этой жизни никогда не пожалеете о том, что вы именно попали к этому человеку. О всех я говорить не буду, потому что все равно будут разные люди. Вот. Я за себя могу сказать одно, что я в нужном месте, в нужный час и с нужным человеком. Всем спасибо и самое большое, огромное просто спасибо и благодарность вам, Инга, Яночке, вашему помощнику, всех близких, кто вас окружает, и всему вашему роду, что вас Вселенная нам послала. То есть это просто, вот я считаю, что это дар судьбы. Понимаете, это натуральный дар судьбы, встретить человека по имени Инга Хасроева. Всем спасибо большое и всем удачи. Пусть наша команда разрастается с каждым днем все больше и больше.